Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 5-я серия Кайдзю номер 8. В прошлой серии Кайдзю номер 8. Да, в прошлой серии. Что там происходит? У убитых кандидатами Кайдзю появились жизненные показатели. Какая-то мистер Ты Шляпа. молодчина! Икору! Меня времени в обрез. Придется прихлопнуть тебя всего одним ударом! Ну и снова же Дела говорю, приняли неожиданный оборот. One Punch Man. Последний экзамен дяди подошел к концу. да. И это все благодаря тебе, пацан. Спасибо, Итикава. Дядя преодолел очередное препятствие. И будто бы даже стал надежнее, чем прежде. Я так больше не могу! А нет, показалось. Страшно! Это все ты виноват! Не уломай ты меня на сдачу экзамена, я бы сейчас так не страдал! А кто меня в больнице слезно благодарил? Да. Куда делся мой крутой и надежный дядька? Да. Кавка и Тикава. Тут на ваши имена 2 письма. Сглотнули как следует. Стоп. Ну что ж, давай, открываем на счет 3. Знаете, Не стой, хоть падай, а сейчас все решится. Приведет ли, наконец, этот выбранный мной путь к ней? Проверим. Раз, два... результаты экзамена. А нам не скажут, да? Нам не скажут. Да и ясное дело, его записали. 5-я серия. Зачисление. Привет. Ну, я и не сомневался, что тебя возьмут. Да, взаимно. В принципе, тут все, кого я ожидал увидеть. Ага. Только поклонника Синомии, кажется, нет. А, Хотел, чтобы и его взяли? Да не, дело в другом. Синомия! Говорят, ты больше всех баллов набрала. да ладно? Меня речь толкнуть попросили. Хорошей нам службы. Пусть она такой и будет. А до экзамена я думал, что сам на первом месте окажусь. Ой. Знатное на шоу устроила. Похоже, нам придется бодаться за второе место. Вы другое шоу По пропустили. физподготовке я был лучшим среди кандидатов. Хочешь второе место — вперед. А мне нужно только первое. Мужик. О, друг Звеняй. О, я тебя помню. Это ж ты со стариканом был, да? Я Рена Итикава. Да, прости, я имена паршиво запоминаю. Я тоже. Я Ихару Фурухаси. Рад знакомству, Фурухаси. Короче, Фурухаси. Зови просто по имени, Рено. Ну, Рейну. Хорошо. А где старикан? Не взяли его, да? Ну, дядя сейчас... Внимание, прибыла капитан Мина Асеро. Всем встать, всем отдать честь этой крутой бабе. Я бы не хотел ее злить. Она своей пушкой такое может делать. Капитан Асера. Ну, наконец-то она показалась. Как все смотрят. Присяга начинается. Кикоро Синомия, представитель кандидатов, выйти из строя. Есть! Так. Дорогие кандидаты, с сегодняшнего дня вы все зачисляетесь в ряды сил обороны. Агу, агу, агу. От лица 27 кандидатов я клянусь служить на благо нашей страны. Ты сильно помогла нам по окончании экзамена. Благодаря тебе никто не погиб. За это особенное спасибо. Как ее это сейчас бесит, по-любому. Только Она- Кайдзю победила не я, а Кавка Хибина. Приниженная она себя... Слова должны быть адресованы ему. Да Приниженная только она где он пропадает? себя чувствует. Приниженный. Мало того, что спас мне жизнь, наглец, так еще и обращался как с ребенком. Вот и замечательно. Унизил меня, сволочь! Я же даже о форме Кайдзю расспросить не успела. Не вздумай теперь исчезнуть без следа, старик! Мне
очень жаль. Простите, что не успел к началу. Старикан! О, как... Рено. Его... Номер 2032 Кавка Хибина не проходит. Он один из худших по физподготовке. А чё он там? Говоря уже о том, что совместимость с костюмом нулевая. Но вполне ожидаемый итог. Возражений не Прекрасно. имею. Я возьму его к себе. Результат у него действительно ниже среднего. В сошнике явно не годится. При этом он обнаружил слабые места Кайдзю в условиях реального боя. Он не гнался за очками, а помогал другим кандидатам, чем помог в подавлении Кайдзю. На такое не каждый способен. Не говоря уже о том, что из этого старикана выйдет отличный клоун. Так вот зачем он вам нужен! Не знаю, дослужится ли он до полноценного сошника, но пусть попытается с позиции кадета в моем отряде. Обожаю этого хитрого. Он зачислен к нам на правах простого кадета, поэтому на присягу допущен не был. Вот это другое дело, Кавка Хибина. А я чувствовал, что его возьмут. Отлично, хоть и кадетом. Внезапная новость. Он успел запомниться ребятам, своим Ну нестандартным что ж, раз наконец все собрались, давайте послушаем капитана Асера. мышлением, так сказать. Офицеры, я безмерно рада, что вы выразили желание служить в силах обороны и прошли для этого сложнейший экзамен. Спасибо вам. Последние годы наблюдается рост числа появлений кайдзю. Ага. И их фортитуда становится все больше, они все опаснее. Мы с вами лично видели, как воскресали убитые монстры. О, Важно понимать, что подавление всегда связано с большим риском. Кто-то из вас может погибнуть на первой же операции. да. Я не могу обещать, что вы доживете до пенсии. Умеет толкать речь. Но пусть и так. Нет, именно поэтому. Я и хочу, чтобы вы доверили мне свои жизни. Клянусь, я всегда буду впереди. Стану вам надежным щитом и смертоносным копьем. Мне кажется, что они тут Вот стырили... увидишь. Скоро я поравняюсь с тобой, Мина! Да, не умеет держать язык за зубами. Кавка Хибина. За разговоры в строю и нарушение субординации ты должен отжаться 100 раз. Удачи, чувак. Дивизию случайно вслух все выпалил! С первого дня отжигает! Капитан Асера, вам не кажется, что это слишком легкое наказание? Она улыбнулась сейчас? Она что, улыбнулась? Гляжу, ваш клоун решил сразу же приступить к исполнению обязанностей. Ну вот, я же говорил. Он точно такой, как я рассчитывал. Служба-то у нас довольно мрачная, так что лучше иметь в отряде весельчака. Ну? Впрочем, это только половина правды. А В ну-ка. момент, когда кайдзю на полигоне стали оживать, мы внезапно поймали сигнал фортитудой 9,8. Скорее всего, произошел сбой, но в то же время мы потеряли сигнал костюма одного из кандидатов. Кавка Хибина. Что-то меня сильно смущает в тебе. Взять тоже нулевую совместимость. Он понял. Лучше буду держать его рядом, пока не выясню, в чем тут дело. Он просек что-то не так и решил на всякий случай перепроверить. Кавка Хибина. Вставай, у меня к тебе разговор. Ну что еще? А здесь поговорить нельзя? Место неподходящее. Че, в любви признаться хочешь? Ты что, сдурел? Вообще-то, Кажется, я просек. Морду бить не собираешься, да? Пошли уже, вообще-то надо поговорить реально. Реально поговорить надо. Чё? Ты сожрал кайдзю и сам стал монстром? Что-то верится с трудом. Ну, примерно Ты так и было. обжора. Будто я его хотел есть! Вы чего так раскричались? совсем не Я, так. если честно, подумывал рассказать все кому-нибудь. В силах обороны. Видишь, вылечат как-нибудь. На Нет, это даже не надейся. не надейся. Может быть, сразу тебя и не убьют, но ты точно станешь подопытным кроликом. Еще каким? О службе в таком случае можешь сразу же забыть. Какая служба? Серьезно? Тут жизнь будет в опасности. Добавок, номера получают только очень сильные кайдзю. Мне говорили, что части их тел идут на разработку оружия и экипировки.
Как бы и тебя не пустили на запчасти. Умоляю, пусть это будет нашим с тобой маленьким секретиком. Спаси жизнь безобидного дядьки, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Вот он сейчас психует. Но я понимаю. Хорошо, ты мне все-таки жизнь спас. Ну да. Так что тайну твою сохраню. Спасибо. Но взамен, если выяснится, что ты как Кайдзю несешь угрозу для человечества, я лично тебя уничтожу. А она не прикалывается. Договорились. Договорились? Буду только рад. Во, классный ответ. Молодец. Но она не моргает. Ну, это тренировки. Да? Да, я так и думал. В полигоне. На полигоне, давайте. Руки надо прижать к телу, а запястье расслабить. Мушку надо наводить инстинктивно. Спусковой крючок не тянуть, а зажимать. Да. Ну, это классика. Базовое владение оружием. Зажимай! А он неплохо. Тренировка на стрельбище завершена. Время 2 минуты 35 секунд. Расчетный боевой потенциал 18%. Молодец! Молодец! Харуэти! У меня есть вопрос! Ага, как-то даже пугает такая скорость роста его навыков. Угу. Рено дает. Новый личный рекорд поставил. Погнали! Давай, Рену, давай. Вперед, вперед, вперед. Он меня обставит. Кару Фурухаси 2 минуты 15 секунд. Расчетный боевой потенциал 20%. Нормально, нормально. Я победил! Так что не зазнавайся, Рено! Я и не собирался. Кору Синоми 1 минута 16 секунд. Расчетный боевой потенциал 55%. О-о-о-о-о. Грызитесь, мальчики, а то вы вместе до одной меня не дотягиваете. Ну и дела. Чем больше я тут стараюсь, тем сильнее понимаю свою заурядность. Уверен, что стоит смотреть наверх, Харуити. Я сравнялся с тобой по боевому потенциалу. До потолка далеко, а снизу уже напирают. Сейчас я снова оставлю тебя позади, Аой. Кавка Хибина 6 минут 39 секунд. Расчетный боевой потенциал 1%. Вот так! Видала Кору? Я наконец превратил свой нолик в единичку! Единичку. Какого черта ты хвастаешься, когда у тебя один, а у меня 55%? Кавка! Я тут замком Хосина! Будешь продолжать в том же духе, вылетишь из СО. Через 3 месяца уволю. Старикан. Ну что ж, теперь 10 кругов по полигону и в казарму. Чё? Сколько? Жалуетесь, то тогда 15. Бегом! Понял. Меж новичков прям молнии сверкают. Просто жуть. Ага, даже без моего надзора они состязаются друг с другом и становятся сильнее. 10 кругов. 10 кругов по полигону. Замотался. Интересная картина за этим. Занавес бегать заставляет, замком у нас зверь какой-то. А мускулатуру тебе еще растить, Рено. Почему? У тебя вон не особо ее больше. И на физподготовке у нас одинаковые А, это баллы. Этикаву, Ты Рену, че, извините. слепой? Не видишь, какие у меня мощные бицухи? По-моему, особого толку от них нет. Не ожидал, что Рено так огрызаться будет. Чё вы из-за ерунды цапаетесь, сопляки? Лучше полюбуйтесь и восхититесь телом настоящего работяги! Тестостерон! Вот это мелочь! Фига! Тестостерон! Старикан, ну ты прям качок! А я ведь почти поверил! Такой пузяк, и тебя согнать надо! Это говорите, Хару! Смейтесь, смейтесь! Вот 28 штук, и тоже пузо появится! Я, если чё, неплохо так похудел! Да. Живот, мелюзга! Давайте силой мериться! А ты Ну-ка, сегодня рисковый! иди сюда! Сейчас полотенчика расстелю! Что такое? О. Это вы сегодня шумные. Ауи зашел. Всем заткнуться, ребята во вселожке. Чего? С Рену пока еще только тростинки. Сразу видно бывший солдат. Да. Все равно все решают не мышцы. Если На. подумать, мне давненько так весело не было. Померяемся Ага. завтра на тренировке. Я тебе не уступлю.
О, наш великий командир. Разве могло быть иначе? Согласна. Извините, капитан. Входите. Мне все равно уже пора идти. Большое спасибо. Пойдем. Как самочувствие? Тебе стало лучше? Да, благодаря вам все уже хорошо. Ничего себе. У нее отлично натренированное тело. Только в бою ее сила явно не из мышц произрастает. Нет. Что такое? Ой, извините, меня ваши мышцы заинтересовали. Точнее, как вы тренируетесь, чтобы поддерживать такую прекрасную форму? Встань рядом со мной. Я покажу тебе основы. Прямо здесь? Давай. Большое спасибо! Откуда она такого тигренка к себе захомутала? К слову, народ, расскажите, а чё вы в ИСО пошли? Ну? Раз уж интересно, сначала свою причину назови. Ну да, Ну, по-честному. у меня все просто. Причина капитан Асера. Она спасла меня, когда я учился в средней школе. Я с тех пор на нее и равняюсь. Ну понятно, все с ним. Теперь вы. Частично из-за семьи, но в целом тоже из-за капитана. Я хочу ее однажды превзойти. Аналогично. Видали, какой постер с ней замутили? Офигенный. В документалке про третью она тоже клевая была. Обалдеть, Мина у ребят как звезда какая-то. Ну так для моего поколения она супергерой. Старикан, а ты-то чего? Местный Бэтмен. Что тут сказать? А он вообще братан ее. Чего? Ну да. Капитан Асера! Твоя подруга детства? Ага. Причем вы вместе клялись попасть в ИСО. Так же только в фильмах А бывает. ой, посмотрите, даже он. Ребят, знаете, я, пожалуй, пойду. Стоять. Выкладывай все в подробности давай. Сначала ты выложишь нам все подробности. Да. Ну, ладно, хорошо. Она родилась в ясный солнечный день. С детства любит сушеных кальмаров. Внезапно. В началке она у нас за зверушками приглядывала. Этого мало! Ну, а еще... Хорошо посидели. А, женская баня. Серийный убийца, что ли, заходил? Черт. О, Кикору. Увлеклись? Парни в ванне заболтались, и их развезло. Как я поняла, обсуждали капитана Асера. Ну и дурачье же вы. Ой, чё гонишь? Сама от нее фанатеет. Попросила совета. Ну, бегаем. Господи, вы посмотрите на Кавку. Стратегию учим. Нет, так правильно, не так я сказал, не так. Нет, вот так правильно. О, тестостерон, кто больше продержится. Нифига себе. Сумоистка какая-то. Столько жрать. Давайте, ребята. Давай, тягаем железо. Нифига себе. О, да, это казарма. Себя сзади чешет. Классно. Давайте, ребята, работаем, тренируемся и работаем. Да. Под музыку. Ты что делаешь? Он до сих пор не может поднять ружье. Капец. Не понял, ты что, отдельно еще? А, нет, давай, бегом. Это кто там? Итикава. Всегда прикроет, братан. О, да. Я тоже так хочу под конец вечера. И кто мне даст? Ох, тут беруши бы им дать, а то, прикиньте, кто-то храпит, а. Он допоздна что делает? Нельзя терять ни минуты. Я должен пахать за двоих. Вот он больше всех понимает ценность времени. За замком Хосина. Отдыхать тоже надо. Да. Особенно тебе. Я-то знаю, по себе. Никак нельзя отсюда вылететь. Ни за что. Из-за капитана Асера, да? Откуда вы знаете? Так ты же сам в ванной говорил. Считай, что командование слышит все казарменные разговоры.
Я в детстве поклялся, что буду сражаться бок о бок с ней. Да? Ты в курсе, что это звучит как угроза, будто ты меня подсидеть собрался? Я не в этом смысле! Хотя... Ну не я так. постараюсь стать замкомом. Уж. Бесишь. Ну да ладно. Даю тебе 2 часа. Будешь уходить, погаси свет и запри тут все. Учти, что место рядом с капитаном я не уступлю. Вот этого обойди, если мужик. Большое спасибо! Да, кстати, послушай мой совет. Особо не сближайся с другими офицерами. На нашей службе никогда не знаешь, как все повернется. Может быть, он прав. Это ведь не учебная тревога. Ну вот и первый вызов. Давайте, ребята, вперед. Ну вот, я как раз об этом. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Собирайся. Первая операция. Давайте, ребята, хлебнем кофе и погнали на войну. Вперед. Классная серия. Ну, повторюсь, который раз. С душой сделанная вещь. Шутки здесь, знаете, имеют реальную подоснову. Это очень приятно. Я понимаю абсолютно каждую из них, потому что с какой-то стороны себя вижу во многих из них. Это да, это такой полигонная тема, но очень приятная, понимаете, да? Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Мне очень приятно делать для вас данный контент, и будет вдвойне приятно, если вы поддержите меня звоном монет. Ссылка в описании. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. Ну и еще раз скажу, душевно, идиот, комедийно, очень приятно. От этого старика прямо... Господи, почему я его называю старик? Это фактически как бы мой ровесник. Простите, что не успел к началу. За разговоры в строю и нарушение субординации ты должен отжаться 100 раз. С первого дня отжигает. Расчетный боевой потенциал 1%. Вот так! Лучше полюбуйтесь и восхититесь телом настоящего работяги. Вот как надо, мелочь. Капитан Астера! Твоя подруга детства? Сначала ты выложишь нам все подробности. Представляете, а? Господи, я тоже так со стороны выгляжу. Я иногда думаю, реально, вот знаете, я реально сейчас подумал, я реально так со стороны выгляжу, а? Черт! Я начал стареть! Капец! Вот это очень приятно, понимаете? Вот данное аниме нацелено, вот что самое интересное, да? На аудиторию моего возраста. Вот как бы парадоксально это не звучало, потому что здесь ситуации, шутки, эмоции, которые здесь показываются, ну реально вот как будто мне в голову залезли, прямо под мой возраст. Но я не чувствую себя таким слабым, как здесь показано, если честно. Не чувствую. Сам тренируюсь и не чувствую себя слабее 20-летних пацанов. Ну, правда. Не чувствую. Нет. Короче, я принял одно очень важное решение. Кайдзю, которое там воскресил всех, теперь я буду называть мистером Шляпа. Вот теперь я так его буду называть, потому что, ну, там реально, вот ну, такой-то, понимаете, да? Это никак не связано, но я вспомнил еще одного злодея мирового масштаба, который тоже был со шляпой и воскрешал всех, кого потом главным героям приходилось убивать. Это злодей из Греймана. Это такое аниме. Тоже сотник, между прочим, и сравнительно недавно, ну 2-3 года назад, вышел 2-й сезон, продолжение той истории. И там был чувак, который вот со шляпой, с зонтиком, и он сделку с людьми совершал. Очень классное аниме, если кто не смотрел, но очень сильно советую Греймана. Смотрел я его очень давно, господи, лет 10 назад смотрел, прикиньте, нет, даже больше. Господи, когда я... Господи, я его смотрел. Я его еще в школе посмотрел. Господи. Слушайте, я реально старый. Так вот, и еще один момент. Сейчас хочется немного углубиться в пару кадров, которые я тут заметил. Например, возьмем их баню.
картина, которая сзади была, да, такая классная картина сделана, где там, ну, в японском стиле эта картина, там самурай против этих японских демонов боролись. Этим нам, ясное дело, показывают лор данной картины, и точнее исторические намеки данной истории. Нам тут показали, что, оказывается, эти кайдзю не новое явление, это явление сравнительно, ну не сравнительно, а капец какое старое, и человечество всю жизнь воевало против этих монстров. Как я понимаю, они со временем и эволюционируют, и в итоге они тут... В последние годы наблюдается рост числа появлений кайдзю, и их фортитуда становится все больше, они все опаснее. Мы с вами лично видели, как воскресали убитые монстры. В начале атаки кайдзю разделяли 24 недели, затем 12, затем 6, а в итоге всего 2 недели. С момента атаки в Сиднее прошла неделя. Через 4 дня кайдзю начнут появляться каждые 8 часов, а в итоге каждые 4 минуты. Видимо, самураи воевали, дрались против них в свое время. Вот такие, понимаете? То есть это отряд особого назначения, да, который вот у них сейчас. Это не просто так в попыхах созданные люди, ребята. Это, скорее всего, такие потомственные, может быть, военные, которые конкретно созданы для борьбы с ними. Кстати, по поводу костюмов. Очень интересное сходство я обнаружил. Ну, не знаю, это так или нет, но в глаз мне попало, по крайней мере. Костюмы, и в прошлой серии я заметил это. Чем-то эти костюмы напоминают костюмы солдат в Final Fantasy VII. Сейчас, ясное дело, у всех на слуху ремейк, который вышел, вот Final Fantasy VII ремейк, и сейчас вторая часть появилась, если честно. Она и у меня на слуху, потому что я был бесконечно счастлив, я фанат оригинала, да и вообще гигантский фанат. Те, кто меня давно смотрит, прекрасно знают, что я просто бешено гигантский фанат финалки. Так вот, наплечники, которые у них были, очень сильно напоминали их. Также мою теорию может поддерживать тот момент, что мангака сравнительно молодой. Наои Мацумото всего лишь 42 года, и учитывая, что финалка 7 намного раньше появилась в Японии, чем на постсоветском пространстве, ясное дело, он мог в нее играть. Да, тогда почти все в нее играли, эта игра просто фурор произвела в свое время. Так что я заметил в костюмах кое-какое сходство. Если честно, было бы здорово, если это было бы так. Так, сейчас по поводу Капитана Асеры. Понимаете, данная атмосфера, данный лор, данная эпоха, которую здесь показали, ну не показывает, что у кого-то из персонажей может быть подобный зверек, как белый тигр, причем такой мощный. Ну, понимаете, немного с чем-то как-то не вяжется. И я вбил в интернет, что значит белый тигр. Вы понимаете, в чем дело? Если честно, нашел очень интересные моменты, что с китайской мифологией, что в японской. Так, по поводу китайского. Белый тигр был зверьком одной богини Си Ван Му. Богиня бессмертия. И она была таким, типа, ничего интересным персонажем. Она могла и беды, и какие-то эти плохие вещи на людей накладывать, но никогда этого не делала. Хотя она вполне могла это делать. Так вот, по поводу ее зверька. Белый тигр, ее слуга, он дает защиту людям, спасая семью от ограблений, бед и катастроф. Но это в китайской мифологии, теперь в японской. Предназначение белого тигра – защищать от опасностей, охранять гармонию и удачу. Кроме того, белый тигр символизирует силу характера, напористость и победу над врагами. Ну, тут гадалки не ходи. Ей дали этого зверька, чтобы вот все эти качества отождествлялись прямо с ней. Ну и плюс это такой, знаете, талисманчик. Что ж, по поводу сюжета, Итикаву взяли. Он зачислен к нам на правах простого кадета. Ну, ясное дело, его бы взяли, иначе не было бы этого сюжета. Синомия, ну, знает его секрет, но она ему должна, и поэтому она его не заложит. Тем более, учитывая, кто ее папаша, а я уверен, что ее папаша какой-то такой высокая такая рожа, она прекрасно знает, что с таким, как он, делают. Мне говорили, что части их тел идут на разработку оружия и экипировки. Как бы и тебя не пустили на запчасти. Но они же на чем должны были экспериментировать, да? Как-то понять, как создать эти костюмы. И вот, пожалуйста, нарвался пацан. И то, как он боялся, это было забавно, но при этом... Знаете, это выглядело забавно, но капец, я прямо чувствовал его страх, потому что чувака грозилось. Его разрезали бы пополам. И медленно. И без наркоза. По-любому. Его бы кастрировали бы.
И плюс замком что-то подозревает, Хосина что-то подозревает. Он успел просто заметить, вы понимаете, в чем дело? Просто все компьютеры у них на виду. Это вполне можно было заметить. Это я вот не считаю, как очень жестко вот за уши притянуто. Это реально могло быть, потому что они там видели, как Фортитюда чего-то там на 9,8 прямо взлетело. И он по-любому мог наблюдать, что какой-то костюм 100% отключился, прямо отрубился. Но при этом парень полностью жив, как он видел. Он мог заметить краем глаза. Потому что его прямая обязанность также была сохранить жизнь этим ребятам. Может быть, он что-то заметил. А, нет, погодите минуточку, он уже бежал в этот момент. Стоп, одну секунду. Как он мог это заметить, если он в этот момент бежал им на помощь? Неужели он потом... Да. Намного логичнее, что он потом все данные просмотрел, потому что Fortitude 9.8 может быть... И как-то выглядит, да, как помеха, но надо было все проверить. И они должны были понять хотя бы, где это 9.8. Тем более они видели, какую там мясорубку устроили. И Синомия не могла такую мясорубку устроить. Они уже видели до этого эту мясорубку. Лучше буду держать его рядом, пока не выясню, в чем тут дело. Какое-то у него подозрение. То есть все, он его взял, и он уж лучше он будет у него прямо на виду, чем... где-то шляться туда-сюда направо-налево, и потом черт знает, как его искать. И он уже подозреваемый, все. Слава богу, что таких случаев никогда не было, и поэтому они точно не знают, что искать. Дорогие друзья, это была 5-я серия Кайдзю номер 8. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Группу ВКонтакте также, пожалуйста, на Бусти, где я выкладываю Кайдзю номер 8 на несколько серий вперед. Без маскировки кадра и с великолепной музыкой. Удачи вам! Тренируйтесь, ребята, в любом возрасте, это всегда полезно. И увидимся уже на 6-й серии.